Восточный ужин. Все на стол своими руками. Лепешки, крылышки, жаркое и салат. Без заморочек. Аромат Востока быстро, просто и с душой. Мы готовим наше тесто на лепешки, потому что к нашему ужину очень хорошо подходят лепешки. Вымешиваем тесто. И ставим его отдохнуть в сторонку, накрывая при этом полотенцем, чтобы оно не заветривалось. Сегодня я покажу вам, как приготовить настоящий восточный ужин у себя дома. Пряные овощи на сковородке, пышные лепешки из дрожжевого теста и куриные крылышки, приготовленные на гриле с ароматом паприки, чеснока и кориандра. Для этого мы взяли грибы. Хаотично мы их можем нарезать. Мы нарезаем наши грибы хаотично, неважно как, главное мелко. Разогреваем нашу сковородку и укладываем грибы на сухую сковородку, немножко их подсушить от лишней влаги. Пока сковородка нагревается, мы нарежем лук полукольцами. Нарезаем мелко полукольцами лук. Ну, так весь лук до конца. Ну и вот сковородка наша нагрелась. Мы начинаем обжаривать наши грибы на сухой сковородке, без добавления масла. Нам нужно избавиться немножко от лишней влаги в грибах. И постоянно их помешивайте, чтобы они не пригорели. Когда подсохли грибы, мы выкладываем лук тоже на сухую сковородку, чтобы лук тоже немножко подсох и начал карамелизацию на сухой сковородке. Вот так весь лук. И желательно опять масло налить. И теперь можно обжаривать лук вместе с грибами, чтобы грибы обменялись с луком своими ароматами. Все это мы можем перемешать. Перемешали тщательно и поставили обратно на огонь, чтобы жарилось. При этом мы добавили кориандр, красный острый перец. Это обязательно. Это вкусно очень будет сочетание. Красный очень перец. Ну, еще немножечко масла, потому что специи хорошо раскрываются в масле горячем. Ну и по мере готовности грибов с луком, лук должен карамелизироваться, грибы должны принять темно-коричневый цвет. Мы подсолим. Мы подсолили наши грибы с луком. Теперь мы еще раз хорошо перемешаем. А пока грибы жарятся, с луком мы нарежем картошку небольшими кубиками, чтобы картошка быстро обжарилась. Поджарили мы грибы с луком, переместили в другую чашу. Теперь положили на сухую сковородку картошку. Даем картошку опять чеснок, кориандр, маслица, и все вместе мы перемешиваем и оставляем в стороночку нашу картошку, чтобы картошка приняла золотистую корочку. Но для этого нам нужна еще и морковка. Мы обжарим ее вследствие, тоже нарезать маленькими кубиками, для того, чтобы она быстро обжарилась. Так как блюдо у нас быстрое, перемешаем заодно сковородку, картошку. Не забывайте, пожалуйста, про то, что у вас жарится картошка, чтобы она не сгорела. Но пока жарится картошка, можно и баклажаны нарезать такими же кубиками. И красный
перец. Опять перемешаем нашу картошку, подсолили ее. И когда картошка появилась коричневая корочка, можно добавить морковку, налить маслица, хорошо перемешать, добавить красный перец и баклажан. Перемешать хорошо, распределить по всей поверхности сковородки, чтобы все овощи обжаривались одинаково. Вот такая красота у нас получается. Яркая, насыщенные цвета, насыщенные вкусом пряностей. Ну чем не красота? А сейчас, когда поджарились все наши овощи, мы добавляем грибы. Хорошо перемешиваем, чтобы все овощи ознакомились с собой, подружились. Какой аромат стоит. Наше рагу готово. Мы пересыпали все в чашу. Но какое же рагу без зелени? Взяли петрушку и кинзу, мелко нарезали и припорошили наши овощи. И чем не восточные цвета? Восточный базар, какое сочетание цветов, запах пряностей. Ребята, это очень вкусно, вы сделайте, попробуйте и не пожалеете. Ну, положим отдыхать, посмотрим, наведем порядок на нашем рабочем месте, для того, чтобы работать с тестом. Наше тесто подошло, мы ставим сухую сковородку на огонь и будем жарить лепешки на сухой сковородке. Мы лепешки на сковородке прикроем крышкой, создадим влажный жар, чтобы получить пышные, вкусные лепешки. Ну, начнем формировать наши лепешки. Тесто наше готово. Вытерли руки. И будем формировать наши лепешки. Мы приготовим, посыпали немножко маночкой, чтобы не прилипало к доске. Руками мы растянули тесто. И вот первая лепешка готова. Какая красивая. Вот посмотрите, какая корочка коричневая. Какой запах стоит. Хрустящие, пышные. С пылу и жару. Накроем полотенцем, чтобы они не оставали. Ну, вот такая красавица у нас получилась, ребята. Обязательно под крышкой, чтобы создать пар. Горячий пар. Смотрите, какая красота. Влажная жара должна быть. Пока мы выпекали наши лепешки, я взял крылышки, очистил их, посыпал красным острым перцем, красной паприкой, тем же как моим любимым кориандром, соль, дал немножко сахар, черный перец и оливковое масло. Сейчас я все тщательно перемешаю, и они будут ждать своей очереди на гриле. Пришла очередь обжаривать крылышки. Посмотрите, какая красота. Куриные крылышки с чесноком, паприкой, кориандром, оливковым маслом, сочные, пикантные и золотистые. Ну и как же здесь без свежих овощей? Салат, много помидор, огурцы, немного соли и масла для баланса и свежести. И все это мы посыпем зеленью, кинзой и петрушкой. Посмотрите, какая красота, какие цвета. По цветам это восточный базар и по запахам. Какая красота, лепешки пышные, золотистые крылышки и много зелени. Все это своими руками.